Всем привет, с вами Аня Умничка. И сегодня у меня видео про чернила My Favorite. Часто задают вопрос, какие именно оттенки я использую, какие цвета, для каких целей. И наконец-то дошла до того, чтобы снять видео для вас. Коротенько расскажу о том, какие именно я использую. Здесь вы видите у меня два контейнера больших киевских для чернил. Здесь у меня Altenio и часть МФТ. Здесь у меня только МФТ в этом контейнере. Все существующие цвета и оттенки у меня есть, которые вышли уже на данный момент. Я пользовалась ими год и могу уже сказать, какие именно я использую чаще всего, какие реже, какие могу вам порекомендовать, если вы хотите начать собирать свою коллекцию чернил, которые будут удобны именно для не только для штамминга, но и для создания фонов, которые хорошо реагируют с водой. Вот именно дай чернила, которые водорастворимые будут на водной основе. Для многослойного штампинга я по-прежнему рекомендую именно Altenio, потому что у них уже все подобрано по цветам. Да, не надо мучиться, искать, собирать, ошибаться, тратить зря деньги. Все уже подобрано за вас, просто берем штампуем многослойные цветочки. Но для других целей рекомендую именно МФТ. Мне больше нравится, как они покрывают, больше нравится их оттиск, на мой взгляд, немножко получше. Вот. И начнем теперь, какие именно цвета в каждой цветовой группе, потому что видите много желтых, оранжевых, красных, зеленых. Конечно, не обязательно все их приобретать, чтобы жить счастливо. Сейчас я вам расскажу, какие именно мне больше всего понравились за последний год. Начну с группы голубых и зеленых чернил, которые чаще всего использую именно для создания фонов. Вот такого плана. Зеленых у меня два. Это Sour Apple и Gumdrop Green. И эти два зеленых цвета покрывают 98% всей моей необходимости при тренировке земли, холмов, любой зелени. В последнее время сюда еще добавился Spearmint. Вот такой светло-зеленый, мятный. Вот эти подушечки. То есть эти два цвета, в моем понимании, идеально подходят для всего. Также можно штамповать многослойные листочки, например, которые из двух слоев. С голубыми все немножко будет чуть-чуть сложнее. Тут уже больше оттенков. Вот Snow Cone, самый светло-голубой цвет. Он совсем-совсем будет светленький и такой холодный очень. Дальше есть Berrylicious и Summer Splash. Вот эти два цвета, они довольно похожи. Один более синий, что ли, более голубой. Не знаю, как описать. Вот эти два цвета. Вот чаще всего я использую для тонировки неба именно один из этих цветов. Вот именно на этой открытке использован Berrylicious. Есть более насыщенный Blue Raspberry, более темный. Если, например, хочется немножко добавить тени, более темной. И еще я хочу выделить два цвета, вот этих. Которые я использую для создания темного неба и моря. И при создании воды. Водяных фонов я использую эти цвета. Вот здесь именно Tropical Teal у меня используем. Вот получается такой эффект. Следующая группа цветов очень важная после зеленых и голубых — это коричневые. Достаточно, в принципе, 3-4 оттенков, самый светлый, средний и самый темный, чтобы они покрывали всю необходимость в коричневых цветах. Чаще всего я их использую для создания деревянных текстур. Здесь я привела примеры использования самого светлого и среднего и самого темного. Какие цвета есть у My Favorite Things? Тут очень большое разнообразие. Самый светлый — это Natural. Вот им у меня тонировано здесь фон, а отштампован он цветом бискотти. Из средних есть бискотти, крафт и латте. Они, в принципе, немножко похожи, отличаются оттенком. Бискотти более теплый и посветлее, латте будет более темный, крафт что-то среднее. Я в зависимости от ситуации использую
какой-то один из них. В принципе, бискотти латте будет достаточно. И два самых темных — это Milk Chocolate и Chocolate Brown. Шоколадный коричневый и молочный шоколад. Я их использую для штампинга темного фона. И здесь у меня тонированное латте. Еще есть желтый и персиковые оттенки. Желтых тоже очень-очень много. Вот покажу в выборочном варианте, которым я пользуюсь. Самый светлый — это Banana Split, который я использую. И чаще всего это Sunshine. Вот два этих цвета. Это чаще всего мне за глаза и за уши хватает. Есть еще аналоги Sunshine, это Lemon Drop и Daffodil. И самый теплый и самый темный — это Pineapple. Ну и вот пореже использую, он такой более оранжевый. Ну вот я сказала, что мне, если надо светло-желтый, темно-желтый, то я не темно-желтый, ярко-желтый, но я использую те два цвета. Есть еще персиковые. Я выбрала вот такое трио. Это Peach Bellini, Coral Crush и персиковый. Персиковый он практически красный, но он не совсем красный, он такой более в оранжевые оттенки уходит. Вот это трио. Если мне нужен совсем нежный фон сделать, я использую Peach Bellini, и следующий идет Coral Crush. В принципе, разница между ними довольно существенная, не хватает какого-то более среднего цвета, но приходится использовать то, что есть. Если не сильно ярким тонировать Coral Crush, то получается нормально. Про сиреневые ничего не буду рассказывать, потому что я пользуюсь ими редко, особенно для создания фонов. Чаще штампую. Если есть вопросы, спрашивайте. Следующее, которое я расскажу коротенько в двух словах, это розовый и красный. Какого-то особого перехода между ними нет. Есть ядрено-розовый, очень ярко-розовый. Из красных, чисто красный, наиболее подходящий — это Poppy цвет. Другие будут немножко в малиновый уходить, хотя на самом деле этот цвет тоже уходит больше в малиновый, если его рассматривать отдельно. То если вы ищете такой ярко-красный, вот этот цвет рекомендую. Розовые, вот они оттенки. То есть это совсем разные цвета, разные оттенки. Они не всегда сочетаются между собой при использовании для штампинга цветов. Это надо учитывать и обязательно смотреть, какой вы выбираете цвет. Самая последняя группа, которую я хочу осветить сегодня, это серые. Это мой любимый Ground Grey, Cement Grey и Gravel Grey. Это три цвета, которые у меня лежат отдельно, они даже лежат не в коробке, они лежат у меня вместе с черными архивалами, которыми я штампую. Их удобно использовать для no-line раскрашивания, и дерево ими можно делать. В общем, я их очень часто использую. Они у меня вот лежат на полочке всегда под рукой. Эти три цвета отлично друг с другом сочетаются и подойдут тоже для мультиштампинга. Вот такие мои рекомендации по этим чернилам, по цветам. Если вас что-то интересует, спрашивайте. Если какой-то конкретный цвет или сравнение двух цветов вы не можете выбрать, подобрать, я обязательно вам расскажу. Во всех моих работах для этой компании МФТ есть линки, в которых указаны все чернила, которые использую для конкретной работы. Можно там смотреть, если вас какой-то фон заинтересовал. Всем пока, до встречи!